Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. С вами Радайкин Максим и мой сегодняшний собеседник Александр Фролов. Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте. В Москве закончился бензин. На ряде АЗС введены ограничения на объем продажи в одни руки. Порой встречаются и АЗС, где фактически нет одного или двух видов топлива. Конечно, ограничение по 80 литров в одни руки весьма условно. Топливный союз уже поспешил заявить, что с топливом в стране все нормально, все отлично и восхитительно. Но граждане наблюдают другую картину в очередях на АЗС, и цены на бензин АИ-95 в России приблизились к историческому максимуму. Александр, все-таки что у нас происходит в России и в Москве, в частности, с бензинами? Ну, давайте я про исторический максимум для начала скажу. Что за исторический максимум? Имеются в виду биржевые котировки. То есть сами по себе розничные цены у нас всегда обновляют исторические максимумы. То есть, в принципе, каждое повышение – это новый рекорд. До этого таких цен не было, теперь вот такие цены. Да, и в принципе разговор на тему бензина – это самый замечательный, самый мирный, вообще самая это безопасная тема. А вот еще более безопасная, чем тема бензина, только тема газификации. То есть, ну, давайте поговорим на эту чудесную, безопасную, абсолютно не нервную тему, после которой люди не пойдут в комментарии писать всякое. А может быть, даже не посмотрев видео, пойдут в комментарии писать всякое. Прочитают заголовок и побегут. Я уверен, что вы не из таких. Вы досмотрите до конца. Спасибо вам за это. Итак, давайте сначала про все ли хорошо. Ну, очевидно, да, не все хорошо. Ну, очевидно, не все хорошо. Более того, если мы посмотрим даже на уровне руководства отдельных регионов, если посмотрим на заявление правительства, то даже на этом уровне говорится: нет, не все хорошо. Мы видим проблемы, мы с ними пытаемся справиться. Хорошо справляются, плохо справляются – это другой вопрос. Главный вопрос – все ли хорошо? Нет, очевидно, не все хорошо. Это первая главная мысль, которую я хотел бы сразу проговорить, потому что дальнейшее то, что я буду излагать, может кого-то навести на мысль, что я отрицаю существование проблем. Нет, я не отрицаю существование проблем. Но когда вы видите сообщение, что в Москве на такой-то заправке ввели, точнее, в Москве, заголовок, в Москве ввели ограничения на отпуск топлива. Ну, если не читать дальше заголовка, то, наверное, да, это будет выглядеть как ужас-ужас. Если уж до Москвы добралась проблема, то все, хана. Но если текст соответствующий открыть, мы обнаружим, что это на одной, мягко скажем, не самой крупной заправочной сети, точнее, на одной заправке, ввели вот такие ограничения. На другой сети ввели другие ограничения. И да, 80 литров и 60 литров, это на разных сетях разные были ограничения, это очень много. В среднем в среднем объем топливного бака порядка 50-55 литров. Машины побольше, да, бывает там 76, 80 литров, у кого-то бывает больше. Тут, правда, стоит задать вопрос: а вы прям с пустым баком приезжаете? Ну, и, наверное, ответ на этот вопрос будет: ну, нет. Ну, у большинства автомобилистов будет: нет, я там жду, пока у меня половина бака, еду заправляться, жду, пока там треть остается, еду заправляться. Ну, вот так. На парах мало кто приезжает. Я признаюсь, я иногда приезжал на парах, но, мягко скажем, это не самое типичное в том числе и явление. Можете, кстати, в комментариях написать, при каком объеме бака вы едете на заправку. И хватит ли вам 80 литров топлива для того, чтобы заправить свой автомобиль? Далее. На отдельных заправках в Москве и ближнем Подмосковье, давайте так, в московском регионе на отдельных заправках резко подняли цены на моторное топливо. При том, что разброс цен на 92-й, 95-й бензины сейчас составляет уже до 6, местами 7 рублей за литр. Это один и тот же 92-й бензин, один и тот же 95-й бензин. Просто в одном случае он стоит X, в другом случае X плюс 5 или X плюс 6. Почему?
Потому что у нас в июне наступил сентябрь. В том смысле, что, постоянные зрители нашего канала, я думаю, уже поняли, к чему я веду. Если вдруг вы только что к нам подключились, во-первых, подпишитесь. Вам не сложно, а нам приятно. А во-вторых, поясню. К концу августа, началу сентября в 23-м, 24-м и 25-м годах из-за разницы оптовых и розничных цен некоторые заправочные сети начинали поднимать цены на своих станциях. У нас, в принципе, система ценообразования носит гибридный характер. Это означает, что у нас есть оптовые цены, те, которые близки к рекордным значениям. Рекордные значения, кстати, устанавливались в прошлом году. Но пока еще не рекорд. Заметьте, близки, но не рекорд. Так вот, близки к рекордным значениям. Означает ли это, что вот эти рекордные значения транслируются напрямую в цену бензина на заправке? Раскрыта страшная тайна. Тюменская техника Case Guru производится в Китае, где сосредоточены передовые производства около 90% мировой электроники. Почему тогда мы читаем на коробках техники Case Guru «Создано в Тюмени»? Потому что в Тюмени мозги, идеи и тесты устройств. Именно в Тюмени инженеры продумывают сочетание характеристик для устройств Case Guru, экспериментируют с материалами для пылесосов и наушников. Глава компании Case Guru Вадим Боков лично контролирует каждый этап разработки. Тюмень – это про инженерию, гарантию и ответственность. Китай – это производство и масштабирование. Яркий пример подхода – линейка наушников Case Guru CG Pods. Они опережают дорогие аналоги по функциям, но дешевле в 5 раз. Каждая модель претендует на мировой рекорд по характеристикам. Тюменская новинка – наушники Eclipse и Case Guru Clip с анатомически удобным креплением. Рекорд безопасности для слуха. У наушников Case Guru Clip есть ИИ шумоподавление в микрофоне. Алгоритмы выделяют голос среди внешнего шума. Кристальная слышимость даже в метро или аэропорту. Мировой рекорд неубиваемости у Case Guru X. Стойкие наушники с прочным кейсом из авиационного алюминия. Выдерживают до 220 кг нагрузки. Еще одна модель Case Guru Sport. Универсальные наушники для любых ушей. Подходят для 98 различных типов ушей благодаря своему креплению. Купить легендарные тюменские наушники-рекордсмены можно по QR-коду на экране или по ссылке в описании. Забирайте наш промокод GEO26 на скидку до 1000 рублей. Установите приложение Case Guru и получайте больше скидок и бонусов. Сразу после установки целых 500 бонусов уже на счету. Нет, не означает. У нас нет прямой трансляции оптовых цен в розничные, если мы берем средние значения по стране. У нас есть отдельные регионы со своей спецификой, но про них я тоже сейчас пару слов скажу. Важно про ценообразование. Прямой трансляции между оптом и розницей нету. Далее. Больше всего на цену, которую вы видите на стеле, влияние оказывают налоги. Более 70% в этой цене – это налоги. Насколько более сказать невозможно, потому что этот показатель просто меняется ввиду изменения самих цен. Означает ли это, что только налоги влияют? Нет, конечно, не означает. Но второй по важности фактор, влияющий на цены, это договоренности нефтяников с правительством о сдерживании роста розничных цен на заправочных сетях нефтяников, потому что они только за свои сети отвечают, в пределах годовой инфляции. То есть цены могут расти, но не выше годовой инфляции. Далее. Третий фактор, влияющий на цены, да, опт. На розницу опт все-таки оказывает влияние, но не прямое, и трансляция идет не сразу. Есть ли у нас регионы, в которых трансляция идет более прямолинейно, более прямо? Да, например, Крым. Можно посмотреть, что там с ценами. Это во-первых. А во-вторых, можно взять, скажем, показатель 80 тысяч рублей за тонну. Это уровень, которого достигали цены на 95-й бензин. Сейчас они немножко другие, но допустим, для простоты 80 тысяч рублей. Давайте возьмем 80 тысяч рублей, разделим на 1300, получим 61,5 рубль.
Что это мы получили? Это мы получили оптовую цену за литр. Некоторые коллеги считают, что делить надо на 1200. Я добрый, поэтому предлагаю делить на 1300. И в этой цене, вот 61,5 рубль, перепроверьте, пожалуйста, 80 тысяч на 1300 разделите. Так вот, в этой цене нету транспортных расходов, расходов на хранение, ну и прочего там. Нужно еще развести по заправкам с вашей базы. Этого всего там нет. Ну и последнее. Про разброс цен. Учитывая, что сентябрь наступил раньше, то есть некоторые, столкнувшись с высокими оптовыми ценами, стали цены поднимать, вот эти станции повышают среднее значение по региону. Одно дело, когда это 1-2 станции, другое дело, если это сеть из 100 станций и более. Это вполне конкретная сеть из 100 и более станций. Среднее значение по региону такая станция увеличивает. Какой-нибудь Росстат приходит, считает, говорит: о, смотрите, какой ужас, как там выросли цены. При том, как, скажем, в сентябре прошлого года в некоторых северокавказских регионах было. Вот крупнейшая нефтяной компании сеть, и там X за 92-й бензин. Более распространенная в этой республике сеть частная, независимая, как это говорят. У нее X плюс 6. Ну, отменяет ли это тот факт, что 92-й бензин можно было за X купить? Нет. Ну, просто вот у этих X плюс 6. Ну, езжайте туда, покупайте у них тоже. Это означает, что да, оптовые цены начали кусаться. Но это же, в свою очередь, означает, что если эти сети раньше повышали цены только где-то в сентябре, после периода, когда они уходили в минус, потому что боялись, что трафик пропадет, то сейчас они не боятся, потому что предыдущие 3 года им показали, что несмотря на то, что люди говорят: бензин очень дорогой, бензин очень дорогой, бензин очень дорогой, они не смотрят реально на цены. Они в массе своей, я уверен, что конкретно вы, сейчас возмутившиеся по ту сторону экрана, внимательно следите за всеми ценами. И едете только туда, где бензин очень хороший и максимально дешевый. Но в среднем люди не смотрят на Стеллу, не смотрят на то, что вот здесь цена выше, чем там, или вот что вот там цена будет ниже, чем здесь. Не смотрят. Трафик, если и просаживается, то не намного. Поэтому эти сети решили: а чего мы сдерживаемся-то? Елки-палки, давайте цены поднимем. В общем, дорогие друзья, в массе своей дефицит, так называемый, или нормирование связано с вышеописанными факторами. Ну а рост средних значений по региону на данный момент, вот когда мы записываем это видео, больше связан с вот позитивным опытом у отдельных сетей от повышения цен в сентябре, когда трафик у них не проседал. А если проседал, то незначительно. И лучше, если у вас немножко просядет трафик, то есть к вам вообще никто не поедет, а вот трафик просел, но все равно люди приезжают, заправляются, и вы с прибылью какой-то это топливо им продаете, чем если вы будете работать в минус, хотя трафик у вас будет больше. Вот вы посчитали, вы решили, что вам так выгоднее. Вот как-то так, дорогие друзья. Надеюсь, это видео было вам полезным. Если было полезным, знаете, вот я не знаю, как Борис, я обычно это не говорю, но если это видео было вам полезным, то расшарьте у себя. Да, понятно, это у нас количество просмотров увеличит, там все такое прочее, но мне бы хотелось, чтобы вот эти мысли с простой математикой и простой рыночной логикой, простите за слово рыночная, дошли до большего количества потребителей. И самое главное, для чего? Не для того, чтобы вы сказали: значит, проблем нет. Нет. Чтобы вы лучше понимали, какие ваши действия как потребителя могут усилить негативные процессы, происходящие сейчас. Могут усилить проблемы, которые сейчас наличествуют. Извините, не справился с тем словом. Так вот для этого. Чтобы вы как потребители лучше понимали, как ваше поведение влияет на этот самый рынок. Большое спасибо за внимание.
Александр, большое спасибо за комментарий. Друзья, подписывайтесь на наш канал в Макс, подписывайтесь на Александра Фролова. Ссылки будут в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации, исключительно благодаря вашей финансовой поддержке на спонсор.ру. Спасибо, до новых встреч.